Неудивительно, что, будучи олицетворением неопопулистского движения этого тысячелетия, бывший президент США Дональд Трамп втянут в очередную серию противоречий. Недавно два события произошли одно за другим. В одном случае, на второй неделе августа, ФБР провело рейд в Мар-а-Лаго, поместье в Палм-Бич, штат Флорида, которое является домом и частным клубом Трампа. Этот беспрецедентный обыск ФБР стал продолжением уголовного расследования по факту неправомерного изъятия им секретных документов после того, как он покинул Белый дом. А 2 дня спустя, во втором случае, его допрашивал генеральный прокурор Нью-Йорка в рамках продолжающегося гражданского расследования в отношении его бизнес-организации, ту, которая, как утверждается, завышала стоимость своих активов, таких как отели, гольф-клубы и другая недвижимость, чтобы получить кредиты и уклониться от уплаты налогов. По разным причинам эти два эпизода выглядят довольно нелепо. Характер обвинений, а также реакция Трампа на расследование вызвали множество острых вопросов о недавней трансформации политической культуры США. В ходе почти 6-часовой юридической беседы с генеральным прокурором Дональд Трамп ответил только на один вопрос о своем имени, а на остальные вопросы хранил полное молчание под предлогом ссылки на свое право против самообвинения, право 5-й поправки. По иронии судьбы, выступая на митинге в Айове в 2016 году, Дональд Трамп громко осудил ссылку на 5-ю поправку как признание правонарушения. Если вы невиновны, почему вы пользуетесь 5-й поправкой? Значит, его оппоненты вправе считать, что он виновен, потому что сослался на 5-ю поправку. Аналогичным образом, обыск ФБР в доме бывшего президента является беспрецедентным в истории США. Но и реакция Трампа на этот обыск не менее неловкая. Такое нападение могло произойти только в разрушенных странах третьего мира. К сожалению, Америка сейчас стала одной из таких стран, коррумпированной на невиданном ранее уровне. Так Трамп выразил свой гнев по поводу обыска в его доме во Флориде. На своем веб-сайте Truth Social Трамп подверг его дальнейшей критике в очень резких выражениях. Это неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году. Такие обвинения бывшего президента США в адрес судебной системы, безусловно, потрясли всех, включая его политических противников. Это также подтвердило тот факт, что популистская политика, внедренная Трампом, достигла той точки, когда Соединенные Штаты оказались крайне поляризованными внутри страны. Традиционная поляризация между демократами и республиканцами никогда не была настолько враждебной и жестокой как внешне, так и по существу. Обвинения, исходящие от бывшего президента, предвещают новый беспорядок в американской политике. Что если его обвинения беспочвенны и ложны? Можно ли позволить такому человеку занять пост президента самой могущественной страны? Если эти обвинения правдивы, то следует ли считать, что Соединенные Штаты утратили свой статус образца и воплощения демократии и верховенства закона? Одобренный федеральным судьей ордер на обыск был получен в Вашингтоне без особого удивления, поскольку с прошлого года между Национальным архивом, Министерством юстиции и Трампом кипела борьба по этому вопросу. После ухода Трампа с поста президента, Национальный архив обнаружил, что из Белого дома пропало множество записей, документов и других материалов, и начал их поиски. Им стало известно, что Трамп вывез около 15 коробок с материалами из Белого дома в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, и сотрудники архива начали убеждать Трампа вернуть материалы. В конце концов, 15 коробок были возвращены в январе 2022 года, но сотрудники архива обнаружили, что в них находятся секретные документы, и поэтому дело было передано в Министерство юстиции. Министерство юстиции начало расследование в составе большого жюри и направило федеральных агентов в Мар-а-Лаго, чтобы официально начать процесс. Недавний рейд показал, что Министерство юстиции и ФБР считают,
что Трамп не был готов сотрудничать в расследовании и что в его особняке может быть найдено еще больше секретных документов. Хотя вероятность того, что рейд ФБР приведет к выдвижению уголовных обвинений против Трампа, невелика, но такой политически радиоактивный обыск Департамент юстиции не стал бы проводить, если бы у них не было в сумке чего-то конкретного и осязаемого. В июне адвокат бывшего президента Дональда Трампа сообщил Министерству юстиции, что все секретные материалы в Мар-а-Лаго были возвращены, однако новая защита, прозвучавшая из офиса Дональда Трампа после рейда, заключается в том, что документы, найденные в Мар-а-Лаго, уже были рассекречены. И снова налицо явная дихотомия в официальных позициях Трампа по этому вопросу. Если будет установлено, что Трамп нарушил федеральный закон, изъяв и сохранив секретные документы без разрешения, он может быть признан виновным в уголовном преступлении, которое карается 5 годами лишения свободы. И этот приговор будет считаться преступлением, влекущим за собой такое наказание, поскольку закон был подписан самим Трампом в качестве президента. Однако, по мнению некоторых экспертов в области права, один из законов с более мягкими обвинениями, чем закон о шпионаже, кажется более подходящим в случае Трампа, это раздел 2071, раздела 18 Кодекса США. Согласно этому закону, должностное лицо, ответственное за хранение документов, которое затем умышленно и незаконно скрывает, удаляет, уродует, стирает, фальсифицирует или уничтожает эти документы, может получить до 3 лет тюрьмы и лишиться права снова баллотироваться на федеральную должность. Согласно этому закону, для судебного преследования не потребуется доказывать, что Трамп передал документы иностранным шпионам, СМИ или другим несанкционированным лицам. Чувствуя такую возможность, Трамп и его сторонники, в типичном стиле стран третьего мира, развернули массированную кампанию против Министерства юстиции и всех других должностных лиц, участвующих в этих расследованиях, включая генерального прокурора Мерика Гарланда. Они даже угрожают им ужасными последствиями, как только Трамп вернется к власти. Это больше похоже на страну третьего мира. В этот длинный список его сторонников входят губернаторы, сенаторы, ведущие СМИ, которые в своих обвинениях, угрозах и обличениях используют все виды лексики третьего мира, политическая охота на ведьм, ФБР, это гестапо, банановая республика, мы в состоянии войны, темный день для нашей республики и то, что произошло с Трампом, это то, что вы ожидаете увидеть в советской России, нацистской Германии или на коммунистической Кубе. Даже прозвучало предложение одного из ведущих новостей провести широкую чистку, если Конгресс вновь перейдет к республиканцам. Кампания, развернутая группой сторонников Трампа, демонстрирует гнев и страдания против расследования. Генеральный прокурор Мерик Гарланд, который обязан не давать никаких комментариев по поводу ведущегося расследования, подвергается откровенной критике со стороны этой группы. Однако в основе этого дела лежит колючий вопрос, что Трамп планировал делать с таким количеством особо секретных документов после ухода с поста президента. Но на этот вопрос нет правдоподобного ответа из лагеря сторонников Трампа, которые называют это рутинным делом. Этот сценарий звучит довольно знакомо для любого неопопулистского движения по всему миру. Будь то Борис Джонсон, Моди, Жаир Болсонаро или Виктор Орбан, Имран Хан или Трамп, схожие черты прослеживаются в поведении лидеров и их последователей, которые не готовы принять любые рациональные и фактические данные против своих культовых гуру. Это неопопулистское движение, которое, как ожидалось, должно было сойти на нет после устранения Трампа, Бориса и Имран-Хана, похоже, все еще пытается возродиться с новым пылом и страстью. Культ-культура – не новая вещь в современной политике, но неопопулистское движение этого десятилетия мало чем отличается от него благодаря заражению социальных сетей. Культовое измерение неопопулистского движения отчаянно пытается найти импульс для регистрации своего нового всплеска. Трамп, безусловно, воспользуется этим эпизодом для перезапуска своей президентской кампании на 2024 год. В конце концов,
Он считает, что процветает на противоречиях.